Семья собралась в другой город в рабочую поездку. Это была давно запланированная командировка, связанная с важными делами. Им предстояло отсутствовать около 5 дней. Поскольку в доме жили питомцы, собака и 2 кота, заранее были приняты меры по их уходу. Об этом позаботились ответственно. Собаку, активную и общительную, на это время согласились взять соседи, у которых уже был пес, так что компания у животного точно была бы. Котам же, Винстону и Сии, решили оставить достаточный запас еды и воды, а также договорились с мамой хозяйки, чтобы она навещала их каждый день, проверяла, как они себя чувствуют, и по возможности немного с ними проводила время, чтобы коты не чувствовали себя одинокими. Винстон был крупным ленивым котом с невозмутимым выражением морды. Он мог часами лежать на одном месте, глядя в пустоту, будто о чем-то размышляя. Сия — его полная противоположность. Энергичная, немного тревожная, с тонкой душевной организацией. Она была из тех кошек, которые в один момент могут быть ласковыми, а в следующий — спрятаться под шкаф, если вдруг что-то покажется подозрительным. С хозяйкой у нее была особая связь. Крепкая, теплая и трогательная. Кошка словно чувствовала все, когда хозяйка грустит, когда устала, когда ей просто хочется побыть рядом. Она приходила, ложилась рядом, тихо урчала, как будто успокаивала. Поэтому разлука с хозяйкой давалась ей особенно тяжело. И вот наступил день отъезда. Люди уехали рано утром после последних сборов и прощаний. В доме воцарилась тишина. Винстон не обратил особого внимания на отсутствие людей. Он просто переместился на диван и продолжил спать, время от времени подходя к миске. Сия же в этот день долго ходила по дому, заглядывая в комнаты, выглядывая в окна, будто надеясь увидеть возвращающихся хозяев. Уже в первый день все пошло не так, как планировалось. Когда мама хозяйки пришла проверить котов, дома был только Винстон. Он, как обычно, встретил ее ленивым взглядом с подоконника, слегка пошевелив хвостом. Но Сии нигде не было. Женщина обошла весь дом, все комнаты, кладовки, даже заглянула под ванну и в кухонные шкафы. Кошки нигде не было. Ни звука, ни шороха, ни намека на то, где она может быть. Женщина предположила, что кошка просто спряталась и вылезет позже. В конце концов, еда и вода оставлены, Винстон ведет себя спокойно. Однако и на следующий день ситуация не изменилась. Во время следующего визита она снова обнаружила только Винстона. Тот был невозмутим, будто все происходящее его совершенно не касается. Сии снова нигде не было. Она не отзывалась на зов, не выходила ни на звук открывающейся двери, ни на голос женщины, к которому, впрочем, не была сильно привязана. Прошло 4 дня, женщина приходила каждый день, проверяла миски, убирала, звала Сию, но каждый раз все повторялось. Винстон, здесь, Сии, нет. В какой-то момент она начала волноваться всерьез. Вдруг кошка как-то выбралась на улицу, вдруг потерялась или, не дай бог, где-то застряла. Но все окна были закрыты, двери заперты. Не было ни малейшего намека на то, как она могла покинуть дом. И вот, спустя эти тревожные дни, хозяйка вернулась. Она торопилась домой, скучала по своим питомцам и волновалась за Сию, которую так и не удалось найти во время ее отсутствия. Открыв дверь, она почти сразу громко позвала: «Сия! Кис-кис! Сия!» И в этот же момент с другой стороны комнаты раздалось громкое протяжное мяуканье. Звук, в котором было все — облегчение, боль, обида, тревога. Это был крик души. Кошка сразу дала знать о себе, как будто все это время только и ждала этого голоса, этой родной интонации, чтобы, наконец, выбраться из своего убежища.
Хозяйка пошла на звук и нашла Сию за большим диваном. Та лежала, сжавшись, глаза были широко раскрыты, взгляд испуганный. При приближении хозяйки кошка издала еще один жалобный звук, но не двинулась с места. Тогда женщина осторожно взяла ее на руки. Кошка не сопротивлялась, наоборот, прижалась всем телом, уткнулась мордочкой в плечо хозяйки и заплакала. Настоящие кошачьи слезы, не просто влажные глаза, а слезы, которые текли по мордочке, пока она всхлипывала, мяукала, фыркала, сотрясаясь всем телом. Это было настолько неожиданно, что хозяйка сама расплакалась. Ее кошка плакала от облегчения, от перенесенного стресса, от долгих дней в одиночестве, полной тишине и неизвестности. Сия вцепилась в хозяйку, будто боялась, что та снова исчезнет. Казалось, она пыталась рассказать, что ей пришлось пережить. Как было страшно, когда дверь захлопнулась и стало тихо. Как она искала, но никого не нашла. Как она пряталась, думая, что если будет вести себя тихо, то, может быть, все вернется. И вот это, наконец, произошло. И кошка позволила себе выплеснуть все накопившиеся эмоции. Хозяйка гладила ее, шептала что-то успокаивающее, прижимала крепче. В тот момент между ними установилась еще более глубокая связь. Она поняла, насколько чувствительной и преданной оказалась ее кошка. Ведь не каждая кошка будет вот так. Рыдать на плече, пережив стресс разлуки, спрятавшись на несколько дней от всего мира. Винстон же встретил хозяйку, как ни в чем не бывало. Он вышел в прихожую, потянулся, подошел к миске, деловито мяукнул, требуя еды, и пошел обратно на свое любимое место на подоконнике. Ему было все равно, был ли кто-то дома или нет, пока была еда, вода и привычная тишина. В его мире все было под контролем. Сия же в ближайшие дни не отходила от хозяйки. Спала рядом, ходила за ней хвостиком, просилась на руки, урчала, заглядывала в глаза, будто проверяя, точно ли это не сон, точно ли ее снова не оставят. Потребовалось несколько дней, чтобы кошка окончательно успокоилась и снова почувствовала себя в безопасности. Эта история напомнила всем, насколько сложный и глубокий внутренний мир может быть у животных. Мы часто воспринимаем их как просто милых и пушистых существ, которые только едят и спят. Но на деле они способны чувствовать, переживать, скучать, бояться и даже плакать. Особенно если между ними и человеком есть настоящая эмоциональная связь, построенная на любви и заботе. С тех пор хозяйка старалась больше не оставлять своих питомцев одних надолго. А если и приходилось уезжать, Сию обязательно передавали в заботливые руки, где бы она ни чувствовала себя покинутой. Ведь она не просто кошка, она часть себя.